Всем привет, с вами Даша, и сегодня я хочу вам показать самую неожиданную новинку этого года. Это ЗИЛ-130 от АВД, что самое интересное, в 35-м масштабе. Сделан он из обычного пластика, к которому мы все привыкли, а не из АБС, как это обычно бывает у АВД. И самое интересное, что эта модель полностью сделана в России, так что АВД осваивает новые технологии, и мы вместе с ними. Давайте смотреть, что внутри. Итак, передо мной свеженький набор от АВД, и это первая модель в 35-м масштабе, которую выпускает этот производитель. И что интересно, эта модель сделана из классического пластика для моделей полистирола, а не из АБС пластика, как это происходит в линейке моделей от АВД в 43-м масштабе. И, соответственно, с ней намного проще работать, потому что не нужно использовать суперклей, который не всегда безопасен в неумелых руках. Давайте рассмотрим бокс-арт. И здесь зилок находится на проезжей части. Есть какое-то ощущение движения в этом рисунке, но почему-то водителя нет за рулем, что довольно странно. Мне кажется, если бы автор этого рисунка поставил ЗИЛ как бы припаркованным, то была бы более логичная картина, на мой взгляд. А также тут очень интересный появился орнамент в виде букв АВД, что довольно тоже интересно смотрится на бокс-арте. Ну а главная фишка этой коробки – это разнообразные QR-коды, по которым можно перейти и посмотреть, какие инструменты вам нужны для сборки модели или краски. Как, например, этот QR-код приведет вас на лавку с набором красок для покраски именно этой модели. И также QR-код с инструментами, ну и, наверное, самый классный QR-код, который вас направит на акцию и скидку в 500 рублей. И если перейти по этому QR-коду, вы попадете на страницу модельной лавки, где одним из условий получения этой скидки будет размещение готовой модели ЗИЛ-130 у себя в лавкограмме на своей личной страничке. Так что это тоже довольно интересный ресурс для обсуждения готовых моделей. А купить этот ЗИЛ и краски для работы над ним вы можете, конечно же, на модельной лавке. Именно там оперативно выходят новые модели от фирмы АВД. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей. А также не забудьте выложить фото готовой модели в лавкограмме. И за это вы тоже можете получить скидку в 500 рублей на будущие заказы. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Ну а на обратной стороне представлено фото готовой модели, и они выглядят очень даже интересно. Особенно можно обратить внимание, как проработан двигатель, и мне кажется, это довольно классная деталировка, то есть тут даже есть разные ремни ГРМ и тому подобное. И даже показаны пружинки у капота, держателя капота. И мне также понравилось, как выполнены шины, то есть они имеют довольно реалистичный протектор и очень много надписей. И еще очередной QR-код, который вас приведет на страничку с большим количеством моделей от АВД. Но помимо исторической справки, здесь также указаны и размеры готовой модели, которые вызывают на самом деле вопросы, потому что они не соответствуют действительности. Я лично померила свою собственную модель, она у меня оказалась в пределах где-то 19 с лишним сантиметров, что на самом деле является правдой и является размерами 35-го масштаба этого ЗИЛка. А здесь, наверное, больше указаны размеры, наверное, 24-го масштаба. Ну а больше контента обо мне, вне моделизма или неудачные дубли моей Ну а больше контента обо мне вне моделизма и неудачные мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на Boosty. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК-донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. И также хотелось обратить ваше внимание, что эта модель полностью разработана и сделана в России, что довольно здорово, на мой взгляд.
Но меня расстраивает, что какой-то ОIP до сих пор получает деньги за советское наследие, что довольно грустно. Давайте открывать коробку. О, пошла. Не знаю, мне кажется, АВД зря взяли моду у звезды упаковывать свои коробки в другие коробки, потому что это довольно неудобно. Итак, внутри коробки нас встречает очень интересная деталька. Это такая коллекционная открытка. Ее реально кому-нибудь можно отправить по почте. И мне кажется, это тоже довольно интересный дополнительный элемент, который вам останется на память о собранной модели. Инструкция. Инструкция имеет довольно большой формат, что очень удобно. И внутри лежат декали с номерами как советского, так и российского периода, ну и также с другими интересными обозначениями, которые мы можем увидеть сейчас в инструкции по декалям и окраске. В самой инструкции расположение деталей на литниках. Также тут есть небольшие сносочки, что означает, что эти детали не нужно использовать при сборке. Деталей очень много. И также первый шаг начинается со сборки шасси, что вполне логично. В инструкции все понятно, и соединения обозначены таким пунктиром. Всего в инструкции 63 шага, довольно много. И при этом инструкция нам позволяет сделать либо открытый, либо закрытый вариант капота, а также двери. Здесь двери по инструкции предполагается сделать закрытыми, но ничто не мешает вам их сделать открытыми, так как место соединения здесь является петли. Так что тоже довольно вариативная модель получается. Далее у нас 3 бумажки, 3 инструкции по окраске. И нам предлагают сделать ЗИЛ в таком вот ярко-темно-зеленом цвете. И единственное, что меня смущает, здесь не указано, в какой период красились так ЗИЛы и к какому министерству или что-то Минтрансу эта машина принадлежит. Хотелось бы иметь больше информации о прототипе, который нам предлагают покрасить и, соответственно, поставить на него такие номерные знаки. Также нам предлагается сделать ЗИЛ в темно-зеленом исполнении. Это чаще были военные варианты, использовали эту окраску. И также на инструкции есть инструкция, как это странно будет звучит, как необходимо переводить декали на модель, что выполнено довольно наглядно и понятно. Но у меня к инструкции есть вопрос к тому, как нам предлагают покрасить модель. Здесь указаны шифры красок Мачете и как бы кружочки с цветом. И мне бы хотелось, чтобы, например, указано, что это там серебро, черный, темно-зеленый или хаки цвет, чтобы была расшифровка в виде, ну, как бы буквенная расшифровка цветов с их названием хотя бы. Было бы намного проще, потому что, наверное, не все используют краски Мачете. Ведь можно и просто гуашью покрасить свою модель. Хотелось бы иметь хотя бы ориентир, как подобрать оттенок. Конечно, наверняка вы попадете не точно, но хотелось бы иметь такую возможность, по крайней мере. Ну и третий вариант – это классический голубой зилок, который ездил практически по каждым городам и деревням. Ну, тоже хотелось бы узнать историю этого прототипа, хотя бы небольшой сносочки. И самое интересное – это детали. Детали выполнены из полистирола. И в наборе 3 больших литника с довольно качественными отлитыми деталями. Они не имеют оплоя, кому это интересно. И с ними работать очень легко и просто.
Ну а те, кто устали от обычного моделизма, я предлагаю переключиться на деревянный моделизм и посмотреть такую фирму, как Baomi, которая делает, например, вот такие зелки, или же другую технику, как мирную, так и военную. И вот очень интересный момент, что вот буквы ЗИЛ, они выполнены отдельными деталями, и мне кажется, это намного проще для окраски, например, эмблемы, и довольно интересный ход. Также вариант облицовки, и это ранняя версия грузовичка. И прозрачные детали с наклейками для зеркал тоже выполнены довольно качественно и имеет довольно хороший резиновый уплотнитель, который будет легко окрасить. Но самое интересное — это покрышки. Вот они сделаны на таких конусах, что очень здорово, потому что при отделении вот этого литника, можно так сказать, кусочка, не останется у вас никаких пеньков на покрышке, и, соответственно, все соединения скрыты, и ваша модель будет выглядеть очень аккуратно. Очень хороший протектор и очень хорошие, классно сделанные надписи, читабельные, и резина очень приятная, и будет очень довольно легко установить эту покрышку на диск. Сборка этой модели не вызывает сложностей у среднестатистического моделиста, и в отличие от других моделей от АВД, это классическая пластиковая модель. Кто имеет дело с другими пластиковыми моделями, например, от фирмы «Звезда», не должны столкнуться со сложностями в работе над этой моделью. После сборки я промыла модель от пыли под водой и дала ей высохнуть, и загрунтовала аэрозольным грунтом от «Звезды». И условно я поделила модель на 3 части – шасси, кабина и кузов. Шасси я окрасила в черный шинный цвет от Мачете, хотя инструкция по окраске рекомендует использовать несколько другой черный оттенок, который так и называется – черное шасси, но по мне он чересчур глянцевый для такой детали. А потом я окрасила в черный цвет те места кабины, которые находятся в условной глубине рельефа кабины, и чтобы в случае непрокраски модели там оставались черные оттенки, а не светло-серый грунт. И обратите внимание, что я решила сделать капот открытым, и это очень подойдет для моей будущей диорамы, где механики будут чинить этот ЗИЛ. Капот можно сделать либо только открытым, либо только закрытым. Кабину я решила окрасить в защитный цвет, и тут я использую оттенок 4BO2 от Мачете. Я не совсем согласна с этим цветом, мне кажется, он ушел в чересчур коричневый спектр, но на этой черной подложке выглядит вполне неплохо. И тем не менее я регулирую цвет, добавляя желтую краску в 4BO, и под конец окрасочных работ я добавлю чуть больше желтого в базовый оттенок, и таким образом я высветлю верхние части кабины. А у меня в коллекции есть уже длиннобазная версия легендарного грузовика ЗИЛ-130Г и также 2 автоцистерны. Одна обыкновенную, которую вы могли частенько видеть на улицах своего города, а другая более редкая. Это аэродромный заправщик. Такой раньше можно было встретить только в аэропортах. Отдельно стоят тягачи на базе шасси ЗИЛ-130. Я собрала несколько образцов с разными прицепами. И самый первый – это обычный прицеп УДАЗ-885, который из себя представляет обычный бортовой одноосный прицеп. Более сложная конструкция, которая могла прицепляться к ЗИЛу, это прицеп-автобус для перевозки пассажиров аэропорта от терминала к трапу самолета. Время ручных работ. Им не нужно окрасить элементы салона кабины, руль, сиденье, рычаги управления трансмиссией. А это прицеп-цементовоз, и его тоже тянет слегка доработанный ЗИЛ-130В. Модель я сделала примерно год назад, а видео его постройки вы можете найти у меня на канале. 130-е ЗИЛки успели поработать на военной службе, и, например, в качестве аэродромного пункта управления. А забавная деталь этой модели – это светофор, и модель сделана в 72-м масштабе. И теперь я поработаю над остеклением ЗИЛа. Мне нужно окрасить резиновые уплотнители стекол и прозрачным лаком покрасить небогатую светотехнику этого автомобиля. Время работы над шасси, и мне нужно окрасить двигатель, трансмиссию, карбюратор и радиатор в нужные цвета. Тут мне пришлось напрячь память, ведь в моем институте, где я получала высшее образование, всюду развешаны были фотографии и чертежи, а также учебные плакаты именно с этим грузовиком. А вот такие самосвалы еще можно встретить на дорогах нашей страны и сегодня. Это ЗИЛ-самосвал. Его грузоподъемность довольно скромная по сравнению с сегодняшними КАМАЗами. Поэтому эти ЗИЛки в настоящее время развозят дрова, песок, щебень на дачные участки.
И, конечно же, у меня есть две модели такого грузовика. И одну я делала 4 года назад, и он был героем моей сельской диорамы, а второй зелок я сделала буквально на днях. Я специально изобразила его таким трудягой. Ведь на фотографиях, которые можно найти сегодня на досках объявлений, он выглядит именно так. Ну и также у меня в коллекции есть необычная версия ZIL-130, деревянная. И это очень интересный и необычный вид моделизма. И такие модели делает фирма Baomi. И это отличный выбор для тех, кто планирует начать строить модели, но боится работать с более сложными пластиковыми моделями. Важным годом для ZIL стал 1962 год. Тогда в сентябре на заводе на Автозаводской улице были с гордостью собраны первые серийные партии нового грузовика ZIL-130. И после долгого созревания под руководством Анатолия Кригера он стал прекрасным образцом инженерии и дизайна. Его разработка началась в 50-е годы с концепта ZIS-125 образца 1953 года. Некоторые чертежи обозначались как ZIS-150M, что свидетельствует о спорах. Стоило ли дорабатывать существующую конструкцию или применить совершенно новый подход. И решено было начать с нуля. И к 1956 году проект эволюционировал в ZIL-130. Осознанным выбором стала капотная компоновка, а не более распространенный бескапотный вариант. Второй подход увеличивает пространство, доступное для грузового кузова, однако при этом возрастает нагрузка на передний мост. Советский Союз, осознавая неидеальное состояние большей части своих дорог, имел довольно низкие лимиты максимальной нагрузки мостов. Стандартная компоновка также предоставляла лучший доступ к двигателю и облегчала изоляцию от шума и жара мотора. Конструкторы ZIL, впрочем, сделали расстояние между передними мостами и задней частью кабины минимально возможными, чтобы увеличить размеры грузовой платформы. И также надо не забыть окрасить грузовую платформу, и тут я также вначале поработаю черным цветом, а потом примусь за нанесение основного оттенка. И я решила, что защитной краской кабины будет отлично смотреться травянисто-зеленый. Им я и покрашу кузов. И в завершении работы над кузовом я добавлю в базовый цвет желтый оттенок, и такой смесью я сделаю борта кузова чуточку поинтересней. А в качестве финального этапа работы над кузовом я окрашу кисточкой в черный цвет брызговики. В 1962 году наконец началась подготовка к серийному производству ZIL-130. Новые грузовики теперь имели тот дизайн радиаторной решетки и капота, который останется с ними до 70-х годов прошлого века. Колеса были специально сконструированы для ZIL-130, а под топливным баком разместился комплект инструментов. И настало время нанести смывку. Смывка – это жидкая черная масляная краска, которая заполняет углубление рельефа и делает модель более выразительной. То же самое коснется и двигателя, и кабины. А излишки смывки я удаляю тряпочкой, чуть смоченной в white-спирите. Полный набор различных ключей и прочих полезных приспособлений отнюдь не является роскошью. Огромный размер Советского Союза означал, что большинство транспортных средств проводило немалую часть времени вдали от каких-либо мастерских, и поэтому возможность произвести базовый ремонт считалась для водителей обязательной. И, наконец, в 1962 году первые 5 свеженьких экземпляров ZIL-130 отправились на Ярославский шинный завод для производственных испытаний. И, наконец, в октябре 1964 года стартовала полномасштабное массовое производство ZIL-130. Первые грузовики были отправлены транспортным предприятиям крупных советских городов – Москвы, Тулы, Ялты, Ярославля и Душанбе. И грузовики сразу стали выделяться, и не только благодаря гоночной стилистике своей кабины, но и благодаря непривычной яркой для советского коммерческого транспорта расцветке. ZIL-130 стал первым грузовиком завода, который предлагался не в армейской зеленой окраске. Он неизменно выпускался в глянцевом ярко-синем оттенке с белой радиаторной панелью, что улучшало видимость ZIL в свете фар встречного транспорта и помогало повысить безопасность дорог по ночам. Другие цвета были доступны по специальным заказам и являлись очень редким исключением из общего правила, и водители неспроста тепло приветствовали ZIL-130. Впервые грузовик ZIL получил усилитель руля и капотную трехместную кабину, аккуратно и стильно дополненную цельным панорамным лобовым стеклом, которая имела чрезвычайно эффективную систему отопления и вентиляции, которые прекрасно справлялись с русскими морозами. Водительское сиденье регулировалось в продольном направлении и было обращено к полному набору индикаторов. Это не самое привычное зрелище для грузовиков того времени. Масляный манометр не отличался сложностью конструкции. Трубка к приборной панели шла напрямую от двигателя,
Так тогда было принято, и даже британские легковые мини с высокими спецификациями использовали ту же идею. Омыватель лобового стекла также был стандартным и управлялся нажатием напольной кнопки. Стеклоочистители с пневмоприводом представляли собой довольно архаичное решение, поскольку их скорость менялась обратно пропорционально скорости грузовика. Также тщательно были продуманы практические аспекты загрузки и разгрузки. Высота загрузки платформенного кузова соответствовала уровню пола железнодорожных вагонов, что значительно облегчало обмен грузами между железной и автомобильной дорогами. И у операторов тоже были причины для радости. ЗИЛ-130, весивший 4300 кг, имел грузоподъемность в 4 тонны и также способность перевозить 6,4 тонные прицепы. После финальной сборки модели я обнаружила несколько сколов краски. И что ж, я превращу их в настоящие сколы при помощи ржавого акрила от ICM. А поскольку узелок у меня будет один из главных персонажей моей будущей диорамы, я припылю ходовую часть при помощи сухих пигментов. И вот такой узелок у меня получился. Это настоящий трудяга, и он у меня окажется в скором времени на диораме. А если вы не хотите пропустить эту эпичную стройку, то обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, ведь они поднимают мне настроение. Спасибо, что смотрите. До новых встреч. Пока-пока. И надеюсь, вы вдохновлены на свои собственные стройки.